Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Сегодня я вас хочу познакомить еще с одним своим увлечением, которое называется декупаж. Помимо того, что я художник, я рисую, есть у меня еще такое увлечение, как декупаж. Вот эти все работы, которые вы видите, это не рисунок, это оформлено в технике декупаж. Вот, таких работ у меня много. Я их тоже продаю. Они тоже все выполнены из дерева. И дальше, значит, декупаж и плюс художественная дорисовка. Наверное, очень многие знают, что такое декупаж. Я, наверное, не буду объяснять. Вот, то есть это тоненький слой салфетки, который специфическим способом очень аккуратно должен приклеиваться, и потом идет дорисовка. То есть это не просто взять, вырезать и приклеить. В общем, здесь нужно тоже художественное мастерство. Когда я покажу вас, познакомлюсь со своими работами, которые сделаны в технике декупаж, вы также сможете увидеть дальше в этом же ролике то, как я это делаю, как делается декупаж, как салфеточка приклеивается аккуратно, как дорисовка идет, потом покрывается лаком. Вот. В общем, сможете посмотреть, как это все делается. Какие работы у меня есть, которые я оформляла в технику декупаж? Это, ну, например, вот такая ключница. Здесь я сделала крепежи для нее, такие две, с обратной стороны. Что здесь? Здесь салфетки использованы вот с рисунком, вот с таким рисунком. То есть это компоновка разных салфеток. Не то, что это одна приклеена и все. Здесь самое важное что? Создать правильную композицию, чтобы это красиво выглядело. Вот. Умею что-то рисовать, создать фон и так далее. То есть здесь тоже нужно применять художественные навыки. В данном случае здесь еще сделана рельефная такая вот окантовочка. Вот здесь вот, если видно, тоже по бокам. Вот это ключница. Здесь вот крючочки такие. Делала я все это сама, вручную. То есть приклеивала, прикручивала эти все крючочки. Вот эти вот крепить, чтобы на стену повесить. В общем, все это делалось вручную. Дальше, что у меня еще есть? Вот такого же типа ключница. В таком деревенском стиле она сделана. Вот такая вот. Здесь тоже одна салфетка. Вот такие салфетки разные. Причем это все разные салфетки. Например, подсолнухи это с одной салфеточки. Вот эти с другой. Вот эти с другой. То есть правильно скомпоновать нужно. И здесь такие крючочки тоже, которые тоже я сама прикрутила. Здесь все отпилено по размеру, приклеено. В общем, это все делается вручную. Также крепежи. Вот, то есть если повесить где-то в коридоре, и ключики очень даже удобно и красиво смотрятся. И такие подносы я делаю. Вот, это небольшой подносик, такой поменьше, в таком весеннем оформлении сделан. Вот у меня еще есть, кстати, от него досочка, которую я тоже делала как комплект. Вот такая. В общем, любую поверхность, которая из дерева, можно оформить в технике декупаж очень даже красиво. Не обязательно это могут быть даже шкатулки, подносы, это может быть даже стол, шкаф. То есть, кстати, такую мебель я тоже оформляла. У меня, конечно же, ее тут нет, но как примеры я делала для человека, и у меня остались фотографии. Поэтому я могу, в принципе, прикрепить еще фотографии, показать вам, какие я работы делала именно оформление мебели. Вот такой подносик тоже. Здесь и кракелюр используется. То есть такие искусственное растрескивание поверхности. Рисунка, конечно же. Вот этот поднос, хочу показать, я делала, в общем, ему 10 лет, этому подносу. Вот здесь есть дата, 2015 год. Вот. И я им пользовалась. И с ним ничего не случилось абсолютно. Как видите, он практически как новый.
То есть то, что это декупаж, казалось бы, тоненькая салфетка приклеена, это ни о чем не говорит, потому что все это покрывается потом лаком, и вещь становится достаточно прочная. Ей можно пользоваться, протирать ее. Конечно, чтобы она не стояла в сырости, чтобы не растрескалась, не испортилась. Вот. Ну, 10 лет подноса, как бы с ним практически ничего не случилось. Вот такой поднос еще. Он самый крупный. Такой он увесистый, потому что это дерево натуральное. Такой тяжеленький, наверное, килограмм, даже побольше. Такие ручки под старину для него подобраны. Ну, то есть доска приобретается по размеру нужному. Бортики какие-то придумываются, либо вот такие тоже по размеру. И ручки. Дальше идет просто оформление. Это так подносы делаются. Также я делаю вот такие короба. Тоже в технике декупаж. Вот как пример таких тоже у меня их несколько. Вот внутри я не покрываю ничем специально, потому что, может быть, какие-то продукты будут туда класть, чтобы продукт не касался лака, то есть чтобы это было безопасно для еды. Вот. Ну, обратную сторону я еще покрою вот здесь вот. А внутри это не нужно делать. Подносы и ключницы – это еще не все. Много у меня работ. Вот таких вот, коробов, шкатулки есть. Есть даже, я оформляю вот такие вот столики, которые, как это, кроватные, да, называются. Вот. То есть они складные. Вот так вот ножки убираются. И можно как подносик использовать. Вот. Можно как столик. У меня, кстати, разные модельки. Это одна из них просто. Вот еще есть ключница вот такая вот. Можно сверху что-то положить, ключи. Она оформлена и вот здесь тоже. Не только здесь вот декупаж. В общем, фактурная здесь есть такая обработочка. Вот так выглядит. Шкатулки.
Такие маленькие. Вот. Здесь с изображением охоты в таком стиле сделано. Вот такая шкатулочка тоже, она такой же формы, но по-другому оформлена. С замочками они. Тоже есть фактурное оформление. Вот такая шкатулочка. Одна из моих любимых. Нравится она мне очень. Вот следующая шкатулка. Здесь тоже фактурное оформление. Это делается фактурной пастой или шпаклевкой по дереву. Ножки, замочек. То есть как вообще все это выглядит? Приобретается просто деревянная шкатулка, она идет без ничего, продается. Без ножек, без, в общем, без фурнитуры полностью, просто чистое дерево, как здесь внутри. Просто дерево. И дальше я начинаю ее обрабатывать. То есть я сначала шкурю ее, чтобы она была гладенькая, чтобы не было никаких там заусенчиков, ничего. Потом я ее покрываю грунтовкой. Потом я ее покрываю белой краской. Потом я наношу салфеточку. Потом я расписываю. Потом я делаю фактурное оформление. Потом я покрываю лаком несколькими слоями. Причем нужно шкурить, снова покрывать лаком. То есть это делать нужно несколько раз. Потому что когда наносишь лак, все вот эти вот поверхность становится такой шершавой. То есть нужно будет сошкурить и снова покрыть лаком. Потом еще сошкурить и снова покрыть лаком. Вот, поэтому здесь работы на самом деле очень-очень много, пока ее сделаешь, скажем так. Потом уже прикручивается фурнитура. Вот, в общем, так выглядит декупаж. Шкатулки я показала. Есть еще вот такие, даже можно оформлять вот такие баночки. Это баночки не БУ, это новые абсолютно, фарм баночки, но они абсолютно стерильные внутри, чистые. То есть их можно использовать для чего хочешь. Детям какие-то бусины туда складывать, кто занимается каким-то рукоделием. Да и не только детям, и взрослым тоже. Вот, не знаю, в садоводчестве кто увлечен, семена какие-то собирать можно складывать, какие-то мелкие, не знаю, там иголки, приправы на кухне, кстати, тоже. Вот, то есть даже вот такие баночки можно очень оформить красиво, сделать их очень индивидуальными, вот такими вот. Вот, например, с лавандой. Вот такая вот зимняя история. Это тоже зимняя тут с девочкой. Такая вот с пироженками. В общем, вариантов масса. Салфетки я приобретала в России, привезла их и сюда с собой. У меня их очень много. Огромный короб. Ну, не огромный, но большой короб. Вот, поэтому фантазия, несмотря на то, что это просто салфетка, то есть когда ты рисуешь, ты можешь нарисовать все, что угодно. А это салфетка, да, то есть, казалось бы, это зависит все от того, какая у тебя салфетка. Но в свое время я их приобрела очень много, очень разнообразные, интересные старалась выбирать. Поэтому мне сейчас до сих пор есть с чем работать. И обычно эта салфетка выглядит, то есть на одной салфетке находится 4 разных, вернее, наоборот, 4 одинаковых рисунка. То есть из одной салфетки можно сделать 4 каких-то работы. Вот. Поэтому, приехав в Сербию, я также продолжаю заниматься и декупажем, потому что здесь он востребован. Одна из моих самых первых работ продалась тоже декупажная. И, кстати, еще хотела показать досочки вот такие. Вот такие вот досочки хотела показать. В России я их продавала прям очень хорошо. Они продавались лучше всего. Много я их делала. Ну, почему? Потому что, наверное, именно потому что они были дешевле всего. То есть сюда затраты небольшие,
на саму досочку. Плюс идет пару салфеток. Ну, то есть как бы оформляется одна сторона. Не как, скажем, вот здесь, да, работа. То есть, боюсь взять, сейчас упадет все. Не как вот здесь, да, то есть здесь 4 стороны нужно оформить. То есть затраты значительно больше. Сам по себе короб дороже значительно. Ну, так как досочка была подешевле, у меня, конечно, приобретали в основном досочки. Вот. Такие работы. В общем, разные работы у меня есть. Есть также еще и часы. Я делаю часы еще. Часы сейчас тоже покажу. Вот такие еще работы я делаю. Это часы. Вот. Разных форматов. Есть квадрат, есть круг, 30-40 сантиметров. Тоже заготовки деревянные. Вот так вот оформляется задник часов с подписью. Вот. Часы, как бы заготовочка для часов, и сюда просто ставится часовой механизм. То есть с обратной стороны он выпуклый такой, и у него есть такая петелька, чтобы можно было повесить на стену. А с этой стороны просто стрелки бегают. Вот выглядит так же, только вот это декупаж работа, а это я рисовала сама. Вот. Ну, некоторые работы я еще, например, там могу сделать кантик какой-то, вот приклеить вот так вот. Ну, не на всех. Это вот такой вариант. Тоже вот задничек вот так сделан. С подписью. Вот. Также сюда часовой механизм. Вот. Здесь он немножко смещен, сам циферблат кверху, не по центру. Такая задумка была. Вот. Вот такие часики. Вот, кстати, здесь есть часовой механизм. Вот сюда батареечка ставится одна. Вот так он выглядит. А здесь просто сами стрелки. Все это у меня есть, я их продаю в таком виде, плюс еще новый набор часового механизма вместе со стрелочками. Просто я, конечно же, заранее не надеваю для того, чтобы они просто не помялись, не сломались. Вот такой вариант детских часиков настенных. Это такие помпончики мягкие. Вот такой вариант часов. Квадратик. Вот. Лаванда. Такие еще часики, они мне тоже очень нравятся. Небольшие, 30 сантиметров. Вот так вот они сделаны. Мне вот эти нравятся, прям часики.
Ну, у меня есть. Нет, они мне, конечно же, нравятся все. Тут, но вот эти, что-то в них есть такое, особенно нравится. Ну, такой вариант тоже может быть. Вот эта стрелка, я их прям привезла в таком виде, поэтому, конечно, эти стрелки на замену. Сюда нужно новенькие, часовой механизм тоже новенький. Ну, как вариант, то есть могут быть вот такие, например, тоже. Не обязательно это что-то цветочное, с птичками какие-то. Вот такой вариант тоже. Не знаю, видно или нет. На столе вот они лежат. Вот такие тоже. Необычные немножко часы с ангелочком. Это ангелочек такой, он сидит на крыше, держит подзорную трубу в руках, в ручках. Вот такая девочка тоже. Вот такие сладкие часики. Тоже как вариант. В общем, вариантов может быть множество. Поэтому для меня декупаж не перестал быть интересным, так же, как и то, что я рисую. Все равно я продолжаю заниматься декупажем, потому что это не исключает перекладывать свои способности, какие-то компоновки, создавать композицию, дорисовывать, придумывать из разных уже готовых кусочков, как можно их вместе совместить в одно целое. То есть это тоже достаточно интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите, какие работы я буду делать еще на будущее. И рисовать, и декупажные. Работы, когда я оформляла мебель, на заказ делала, я тоже приложу в виде фотографий, сможете посмотреть в этом ролике. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Всем пока!